Всем привет! Сегодня я опять залез под Санта-Фешку. Это Hyundai Santa Fe 2008 года, выпуска Тагаз. Произошла у меня одна неприятность. Это вот, сейчас покажу, разбила у меня сайлент-блок. Вот с этой стороны он еще более-менее смотрится, хотя он видно вот зазор. С той стороны вообще сильно. Но, к сожалению, еще показать не могу. Хотя можно попробовать, наверное. Так. Просто мне туда не пролезть. А камерой можно, наверное. Так, где он там? А, во. Тут особо тоже не видать. Но я в прошлый раз смотрел, там в принципе резинки вообще не осталось почти. И вот он лежит уже на вот этой стенке. Значит, понял я как, что его разбило. То есть начало брякать что-то при езде. Причем так сильно брякает, как будто что-то отваливается нафиг. Вот. Как раз тогда менял пыльник шруса. Полазил. И вот увидел вот эту вот неисправность, вот этот разбитый сайлент-блок. И сейчас попробую его заменить. Ну и первое, что я сейчас сделаю, это побрызгаю вот на этот болт, который держит шаровую опору. Побрызгаю ВДшкой, для того, чтобы он открутился. Потому что вот на этой машине болты откручиваются очень-очень хреново. Без ВДшки делать нихер. Вот. Ну здесь, думаю, брызгать ничего не надо. Потому что болты находятся в теле, я думаю, открутятся. Здесь надо будет открутить вот этот разбитый сайлент-блок и верхний. Открутил гайку крепления шаровой опоры и выбил сам болт. Вот оно. Вот он, этот болтик. К сожалению, он сильно приржавел и пришлось долго помучиться. Но при помощи ВДшки и керосина все-таки я его достал. Вот, достал шаровую. Для этого пришлось просто постучать молотком по рычагу. Вот где-то примерно в этом месте. Постучать, и вот он вышел. Так. Вот уже свободен. Значит, откручиваем сейчас сами сайлент-блоки. В общем-то, тут я уже начал откручивать. Тот, который надо менять. Вот. К сожалению, вот этот не могу открутить. Мертво стоит. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну вот, открутил один болт сайлент-блока. Сейчас со вторым мучаюсь. Идут очень туго. Хрен знает из-за чего. Непонятно. Но они еще к тому же вот такие длинные. Вот. И брызгание ВДшкой не помогает. То есть ВДшка туда далеко не проходит к резьбе. Да, мы и так, конечно. То есть с трубой по четверти оборота как бы откручиваю. Причем ключ, головка не подходит, туда просто не пролазит. Поэтому ключом только вот таким вот можно открутить на 17. Блять. Ну, рукой не берется, только с трубой. Да. Я уже говорил свое мнение по поводу этой машины, что когда надо, хер что открутишь. Да, еще, блин, самое главное, это забыл сказать. То есть обязательно надо поставить на домкрат, то есть не вывешивать, а просто поддомкратить. Для того, чтобы мало ли что, все это дело не свалилось. Потому что вот когда достал шаровую, колесо, он, если видно, маленько сместилось назад. Ну, открутил сейчас верхний болт. С большим трудом и с большой трубой. Вот такой он ржавый. Я там упал. Вот такой. Короче говоря, резьба-то еще подалась, а вытаскивать хрен вот заржавел он полностью. Но как-то потихоньку все-таки я его достал. И вот самое главное сейчас еще вот этот остался.
Это, блин, вообще пиздец. Еле-еле идет, а трубу здесь большой не подлезть. А с маленькой очень туго. Ну, открутим потихоньку, все равно. Ну вот, снял рычаг. Ушло у меня на это часа 2, наверное. И все из-за того, что плохо откручивались вот эти вот 3 болта, которые крепят сами сайлентблоки. Вот тот, в принципе, нормально открутился, который крепит шаровую. А вот с этими, да, пришлось помаяться. Ладно, сейчас замена. Значит, сейчас один небольшой нюанс. Я еще обратил на него, когда купил новый сайлентблок. Вот если вот так посмотреть на него. Так. Как его положить-то вот так вот. То вот эта часть у него прямая, а вот здесь такая закругленная. Вообще, я думал, это дефект при штамповке появился. Но вот посмотрю на тот, который стоял, и у него точно так же вот. Здесь прямая часть, а здесь идет вот так, закругляется. Я точно так же и поставлю. То есть получается вот эта вот часть, это прижимается к самому месту установки, а отсюда закручивается уже сам болт. Так. Снимать, я думаю, проблем не будет, потому что вот все развалилось, вообще все. Вот с установкой не знаю, но думаю, при помощи солидола тисков я его загоню. Ну вот, снял сайлентблок. В принципе, ничего сложного, он, в общем-то, практически выпал. И вот смотрю я на сам рычаг, на саму втулку. И он начал уже маленько подъедать. Видно следы, видно, что вот уже блеск идет. Но не фатально. В принципе, вот только еще блестеть начало, и все. Выработки, в общем-то, никакой нет. Значит, вовремя заметил. Все, я ставлю новый. Значит, сейчас беру солидол. Вернее, не солидол, у меня смазка шрусов осталась от замены пыльника. Намазываю саму втулку, чтобы зашло все как по маслу. И намазываю сам сайлентблок. Иначе хрен войдет. Ну, вот хотя бы начало намазать. Ну и вот при помощи тисков у меня туда заводится. Так, маленько кривовато. Сейчас подожмем чуть-чуть. О, заправился. Еще децл. Главное не торопиться. Так, еще не уперлось. Еще далеко. Ага. Сейчас можно перецепить его за вот эту сторону, потому что маленько перекашивает. Ну и вот сайлентблок на месте. Единственное, что когда до конца уже приходится задавливать, в тиски упираются вот в самую кромку, для того, чтобы вот эта вот часть вышла. Вот. И сразу же надо, конечно, поставить в нужное положение, потому что потом развернуть его будет проблемно. Ну, хотя бы примерно. Все ставлю на место. Ну вот, наживил болты. 3 штуки не затянул, просто наживил. И самое главное здесь, конечно, попасть в шаровую. Для этого пришлось вывесить колесо и попасть. Вот видите, уже у меня уже попало. Осталось сейчас только немного добить туда вверх, для того, чтобы вот этот пазик на шаровой совпал с отверстием, в которое я буду вставлять болт. Но я не успела заснять, как я поставил шаровую на место. То есть я в паз вставил отвертку, немного разжал, и она у меня туда заскочила. Все, сейчас паз совместился. Сейчас проверю, совместился или нет. Ставлю болт и все затягиваю. Ну вот, рычаг уже на месте. Все болты затянул. Все-таки собирать, не разбирать. Тем более, что я все болты смазал, для того, чтобы они лучше закрутились. Вот. И единственный нюанс, конечно, вот здесь вот.
Здесь видно дырку под шплинт, но самого шплинта не было вот в этом болту. Сейчас найду шплинт, поставлю, ну и на этом ремонт будет закончен. Все, всем пока, подписывайтесь, пишите свои комментарии, ставьте лайки и до новых встреч.